Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас упражнение на боксерском мешке. Смотрите, наслаждайтесь. Раскачал ты его хорошо, мешок. Но тебе надо сейчас две вещи. Первая вещь, это, я говорю, это не постановка удара. Это всего лишь навсего привыкание. То есть привыкание к двум вещам. Это к дистанции и привыкание к самой вот этой вот физике удара, к самой мышечной его составляющей, чтобы ты понимал. Потому что в боксе очень много видов ударов, но определяются они всего двумя видами, чтобы как бы понятно было. Первая – это классическая модель удара, вторая – баллистическая модель удара. Есть еще третья модель удара, которая, уже, как говорят, вот в боксе учат трем вещам. То есть первое – это как правильно, классика. Классика – это достижение мирового бокса, всего мирового бокса. Второй момент – это грязный бокс, или, как говорят, колхозный бокс, драка, одним словом. И тоже надо ее, всю ее надо просто, пройти, точно знать. И третий вариант – это то, когда от первого и второго у тебя уже вот есть такой свой стиль. Ты ищешь свои удары. Зачем нужны все вот эти вот формы набивания? Постепенно ты приходишь к своей форме. Та, которая идет как от баллистической, от классической схемы, от колхозной схемы, от любой схемы. Но ты находишь свою, вот именно свою манеру. Это свой тайминг, своя дистанция. Потому что, как говорится, делать копии себя нет смысла. А вот сделать как это правильно сказать, уникальное то, что есть в человеке, и вот это уникальное вытащить из него, вот это прикольно. Потому что у нас все боксеры разные. Да, их примерно по одинаковым школам их водят, то есть обучают примерно одним и тем же принципам и так далее, но все равно разные. И один и тот же удар бьется по-разному. В бою это вообще все может пойти по такому сценарию, по которому никто не знает. И ты должен быть готов к этому сценарию. Поэтому, то есть первые твои формы – это просто одиночные удары, которые приучают тебя к дистанции удара. Вот теперь смотри, по поводу классической схемы. Классическая схема бьется до выпрямления ног. Вот ты ловишь вот этот момент. Твоя стойка немного на задней ноге. И через толчок ноги ты добиваешься выпрямления этой ноги. Так надо научиться бить. Потому что это один из сильнейших ударов. Единственный момент у этого удара, из-за того, что бедро выходит не полностью, из-за того, что напряжение в ноге сохраняется, особенно когда ты его толчком давишь или челноком, ты его грузишь, и у тебя получается, что задняя нога, она может отставать. В реалиях боя это постоянно. То есть ты вытянулся на ногу, напряжение в ноге оставил, и вот эту вот поворотную часть бедра, ты ее не повернешь. То есть она минимум у тебя вот так вот разойдется, и все. И основная сила будет от толчка и переноса веса тела. При баллистическом ударе у тебя наоборот. Ты выводишь и наклоняешь чуть-чуть тело вперед. Так, чтобы снять напряжение с задней части. И выводишь где-то примерно по центру. Хотя там есть нюансы. Полностью некоторые боксеры, особенно американские профессионалы, они прям заваливаются на ногу. Для чего это делается? Делается это для того, чтобы разгрузить ногу и максимально включить бедро, разгон бедра. Вот этот удар, он будет быстрее. Он будет не такой мощный, как от навала, но за счет скорости ты набираешь больше инерцию. Поэтому он считается, нет такого, что один лучше другого. Они разные удары. Если там, классическая модель хорошо работает на шаге, на скачке, то баллистическая модель – это короткий шаг. Это короткий шаг. То есть выпад – это практически на месте. И при баллистическом ударе у тебя согнутый локоть. То есть он выходит вот так вот. Это чтобы меня уже
до конца понял, знаешь, есть такой, как хлыст. То есть, когда ты не через прямую добиваешься, потому что напряжение на прямую руки через все мышцы прогнать. Ну, во-первых, это сложно, во-вторых, там есть нюанс тоже по скорости. Очень сложно, когда вся рука вылетает у тебя. И очень сложно сжимать ее, потому что идет последовательное напряжение мышц. Вот чтобы ее в одну связку загнать, просто на согнутом локте. И получается, как он такой, как обжигающий удар. И второй момент, который в учебном варианте просто необходим. Если при классическом прямом ударе ты стараешься локоть выпрямить, там единственный момент, 10 градусов тебе разрешается, чтобы не вынести локоть, то при баллистической системе у тебя всегда согнутая рука. Всегда. Тело завалено, бедро максимально работает. Теперь то, что касается основных набиваний. То есть есть мне нравится вот эта вот система, когда боксеры топчутся. То есть вот он топчется и потихонечку вот к этой вот линии привыкает. Со временем ты должен научиться бить вперед, влево, вправо, на шаге, на полушаге, то есть на всех вот этих вот вариантах. И самое интересное, ты начинаешь кружить вокруг мешка. То есть когда ты начинаешь уже подкруживать. То есть тогда, когда ты начинаешь с ним играть. То есть когда ты уже играешь, когда вот ты с мешком уже играешь, хорошо вот его понимаешь, вот именно с точки зрения уже дистанции своей. И уже пытаешься в голове сам себе вот эти вот правила, привить. Что обращаешь на смену плечей, чтобы обязательно у тебя были вот эти вот разворотные части. Потому что если не будет вот этих вот разворотных частей, не будет силы. То есть можно, от половины выжимать, но это если ты очень сильный. Проще, когда у тебя одно плечо меняет второе. И все. Поэтому сейчас потихонечку сначала просто руки покидаешь. Просто покидай руки. Здесь даже не важно, какая стойка. Просто раскидай руки. Посмотрим, как они у тебя ходят. Расслабься полностью. Полностью расслабься. Молодец. Стой. Достаточно. Смотри. Вот ты когда руки кидаешь, видишь, я телом практически не вожу. Видишь? Работают только руки. Вот сейчас попробую вот эту вот, как говорят, хлыст вот этот вот включить на согнутой руке. Чтобы он у тебя поиграл. Да, и когда тебе дистанция уже известна, вот сейчас тебе дистанция уже известна, полностью расслабляешь руку и стараешься ей поймать вот эту вот дистанцию. В бою вообще это опасно делать, потому что, у тебя чуть-чуть только расстояние изменится, и все, кисть будет травмирована. Потихонечку, только ручки покидай. Во-во-во, вот то, что надо. Вот, теперь смотри. Теперь попробуй то же самое, ты кидаешь ручки, только плечи прям, чтобы у тебя полностью начали ходить. И чуть-чуть возьми наклон, чуть-чуть вперед. Чуть-чуть, чтобы ты чуть-чуть наклонился. И опять такой хлыст. Вот ты когда уже развеселился здесь, хорошо плечи у тебя меняются, у тебя невольно увлекаются уже и бедра. То есть, видите, система немножко от обратного работает. Вот еще раз повторю, вот это очень-очень важно. Надо идти в самом начале по очень твердой дороге, чтобы нигде никаких ям не было. Если ты начнешь сейчас ставить его от ноги, вот эту вот пляску устроишь, дольше просто будешь учиться. Теперь смотри, как только у тебя увлекаются бедра, обрати внимание на переднестоящую ногу, чтобы поймать как раз вот эти вот бедра, поймать уже выпрямлением ноги, чтобы вот такой выброс был. Видишь? Можешь полностью, сейчас еще раз говорю, это не постановка удара. Это всего лишь упражнения, которые тебе помогут при постановке удара. Потому что на мешке не совсем корректно ставить. Особенно некоторые удары, ты даже не поставишь их на мешке.
То есть для этого есть и боксерская груша, причем разных размеров. Теперь смотри еще раз. Видишь как? Подпрыгивать не обязательно, но как бы вот эту вот систему надо прочувствовать, чтобы плечи, энергия снизу, энергия толчка задней ноги и вращения. Все, чтобы у тебя собралось. Здесь тоже лучше пока делать на месте. Поехали. Немножко уходишь, ты от оси, немножко прям уходишь. Прям начинаешь валиться. Да, вот теперь смотри, правую поставь правую. Во, а теперь правую просто поменяй на левую. Во, еще разок. Видишь? Все, а теперь когда будешь менять руку, вот эту вот выпрями, колено выпрями. О, сильно завернул, сильно. О, еще чуть-чуть. Просто смотри. Вот у тебя как бы идеальная модель. Вот за счет чего ты берешь силу. Начинаешь менять. Оп. Вот этот вот эффект. Оп. Оп. Здесь локоть может у тебя подпрыгнуть вверх. Чуть-чуть. Но это тоже как бы правильно. Можно как бы без вот этого прыжка локтя. Ну как бы тут специфика чуть-чуть другая, потому что в бою, еще раз тебе говорю, тебе придется и обводить, и заводить, и там, всевозможные вариации. Сейчас просто вот эти вот базовые вещи. Поэтому чуть-чуть локоток можешь подкидывать. Видишь, как просто. Раз, раз, и плечо обязательно тебе прям на щеку ложится. Давай. Чуть-чуть ручку вот сюда. Поехал. Вот, выпрямляешь. Выпрямляешь. Ты прям как сыграй с нее. Сыграй. Движение очень простое. Видишь, у тебя напряжение в ногах остается. То есть ты когда бьешь, раз, и у тебя напряжение осталось. Вот это вот напряжение лучше вообще убрать. Потому что, еще раз говорю, раз, и тебе в защитную надо сразу какую-то форму другую перейти. Возможно, тебе придется передвигаться или там еще какой-то элемент делать. Поэтому раз, на полной ноге, вот когда у тебя мышцы все собрались, сработали, то есть импульс вышел. Давай сейчас просто раскидай, и вот сейчас уже начни потихонечку двигаться. Да, вот смотри, вот ты можешь в своей стоечке стоять, и постепенно просто меняй стоечку, чтобы постепенно привыкнуть вот к этим передвижениям. Потому что, еще раз говорю, тебе и вправо, и влево, во все стороны придется передвигаться. А если ты будешь только в одной манере, будешь, как говорят, вот однорукий боксер, с одного положения. Вот фишка моего тренера, вот он как-то, не знаю, как-то вот это вот сразу давал понять. Если справа бьешь, значит слева бей. Если с одной стойки работаешь, значит и с другой работай. Чтобы у тебя уже, четкость была. Что так, зеркально. Поехали. Расслабься. Видишь, это совсем другие удары. Попробуй боковые. Стоп. Почему нет? Место таким ударом тоже быть. Далековато, да. Потому что начинаешь, когда тянуть, угол сильно разгибается, и большая вероятность травмы. Вот смотри. Это чисто как бы так сказать, это подсказка моего тренера для меня. То есть, когда ты четко уже знаешь дистанцию, ты можешь подвести корпус ближе. Вот прямой. Видишь? Корпус просто ближе подведи. Что так ты ударишь? Что так ты ударишь? Видишь? Прямые, сбоку.
Здесь также играет, вот особенно при боковых ударах, вот эта вот смена плечей. И еще один момент, важный момент. Когда работаешь, не опускай руки, чтобы они у тебя, ну, вот, знаешь, есть даже такие вот, ну, привыкашки, когда заставляют боксера вот как шоры держать, чтобы постоянно вот с этих положений работать. Здесь так, ручку оттягиваешь, здесь так. Раз, два. Зачем вот это вот заставляют делать? Чтобы ты видел свои собственные руки. Куда они у тебя отходят? Раз, два. Так тоже можно. Раз, два. Видишь? И опять она у тебя сама уже сюда будет тянуться. То есть ее не надо будет дублировать уже мозгом. Давай потихонечку боковые. Далеко, 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 Леш. Хорош, хорош, хорош. Хорош. Еще разок. Ты, Леш, вот смотри, винт. Что такое винт? Когда удар, кулак запущился. Да. Чуть-чуть подкручиваешь, у тебя везде. То есть нога подкручивает, бедро подкручивает, рука подкручивает, кисть подкручивает. Все подкручивает. Здесь надо четкую дистанцию держать. Причем, ну, вот, там до сих пор вот эти вот споры бесполезные. Там кружкой надо бить или классической моделью. И так надо бить. Тем более то, что, ну, когда в голову все вот это вот идет, там может быть такой интересный угол. С такого подворота можно ударить, что там вообще рука может там как угодно у тебя, лишь бы только она правильно и не сломалась она у тебя. Понятно? Давай еще разок. Прямой, боковой, снизу. Просто побей как вот в своей манере, как ты любишь бить. Снизу только как бы вниз мешка бей. Видишь, как он у тебя гуляет? Тоже одно из упражнений с фронтальной стойки. Здесь как бы твоя задача больше вот эту вот инерцию набрать. Поэтому у тебя мешок, видишь, в одном положении зависает. Вот и начинаешь его выбивать и начинаешь уже ногами его, видишь, гнать. Видно? Такой полукруг. Давай, Леша. Не спеши, не спеши. Увереннее удар ложи. Теперь одиночный удар. Как говорят, удар уже на силу. Еще раз говорю по поводу локтя. Пока не выпрямляй его. Можешь чуть-чуть ближе стать, чем обычно. Потому что здесь тебе надо вот весь вот этот вот разгон тела. Понять, как это работает. И постепенно прибавляешь. Положение кулака при таком ударе делается, вот видишь где? Не вот здесь и не вот здесь. Пока вот здесь. Выводишь его вот таким образом. Смотришь на руку. Здесь очень короткая дистанция удара. Тебе еще раз говорю, вот оно. Вот эта вот часть. Это нужно только для вот этой валовой силы. Чтобы уже подвести толчок, толкающую часть. И разворачивающая часть. То, что у тебя будет уже разворачиваться. И получается, вот видишь как?
в момент, как он идет на тебя, ты уже начинаешь давить. Вот веришь, нет, так и хочется ноги включить. Так и хочется сделать вот эту вот штуку. Но пока нельзя. Это кач. С качели, так называемый. Удар с качели. То, когда ты вот с раскачки бьешь. Вот почему я тебе сказал, что вот так. И смотри на руку. Вот оно, видишь, где соединяется? Вот оно. Синхронно. Один. Один. И разворот. И толчок. И если плечо напряжешь. Раз. 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 Правый. Медленно, медленно, спокойно, спокойно. И по нарастающей. О. Смотри. Вот так чуть-чуть ее выпрями. О. Фу. Фу. О. Вот, тащи, тащи. Смотри, я тебе вот еще один момент. Вот. Вот. Вот назад. Вот, гони. Массу гони. Во. Вот, хорошо. Видишь, ты ее останавливаешь. То есть у тебя нет вот этого хода самого тела. То есть очень короткая у тебя, вот она, и все. Еще раз, вот, можешь прям прочувствуй вот это. Раз. 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 Это не совсем удар. Это подводящее к удару. Вот именно подводящее движение разворота и толчка. Поэтому ты к мешку и развернут стоишь, чтобы тебя выкружить, развернуть. Раз. Это очень сильный удар. Опять, видишь, отъехал, ударил. Раз. 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 Это не все упражнения, далеко не все упражнения, только начальные упражнения. Вот еще один момент. На следующей тренировке мы будем разбирать серийные удары и комбинации. Что такое комбинация? Серия ударов. В одной комбинации сколько может быть серий? Да можно хоть 100. Мне нравится, потому что в комбинацию уже ты вплетаешь какие-то финты, какие-то вот, ну, такие, ну, формы, например, защитных действий. Например, вот одно из вплетений очень-очень эффективное, это когда ты в комбинацию, в простую комбинацию, вот, например, левый-правый, прямые, ты добавляешь оттяжечку. Бам-бам, раз оттяжечку. То есть это тоже как бы набивается все постепенно. Все, я еще раз говорю, то есть вот боксерский вот этот снаряд, мешок, говорю, на первых порах лучше с тренером работать. Потому что посворачиваете все руки себе за 5 секунд. Поэтому постепенно, вот на неокрепшую кость, если ты неправильно ударишь, только один раз. И будешь мучиться, возможно, всю жизнь. Поэтому постепенно приучайте все свое тело к удару. Поэтому смотрите, наблюдайте. Добра, любви. До новых встреч.